Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И смотрите, с чего бы я хотел начать. Ну, во-первых, сегодня я выхожу стандартно уже в 8 часов, там практически полдевятого, да. То есть не жду уже больше там никаких событий. Вчера мы выходили позже, потому что было понятно, надо было дождаться ставки. Теперь смотрите, господа, сегодняшний обзор предлагаю начать с того, что, да, разобьем его опять же на две части. Будет часть техническая и часть фундаментальная, да, которую мы, конечно, рассмотрим в нашем телеграм-канале. Значит, с чего бы я хотел начать? Смотрите, мы видим, что сегодня продолжается укрепляться рубль, да, и мы видим, что он достиг зоны 78. Это важно. Сейчас мы пойдем разбираться дальше, и я вам сейчас все покажу и расскажу. Значит, смотрите, первое, давайте начнем с того, посмотрим, что у нас происходило. Я думаю, даже давайте начнем с американского рынка. Это важно. Потому что на самом деле, господа, сегодня произошли опять события, которые я вам говорил, которые будут все время использоваться сейчас для борьбы с ценами на нефть. А именно, то есть у нас прошла ставка, мы уже знаем, индекс доллара на этом, соответственно, опять пошел вверх, как мы тоже в курсе, да? А сегодня опять новый банковский кризис, правильно? Это у нас очередная дубинка для того, чтобы разыгрывать историю с рецессией, да, потому что ставка уже не работает, все, она вышла из поля, а, собственно говоря, как еще понижать, собственно, нефть, да, это опять нужны какие-то признаки рецессии. Признаки рецессии какие? Мы помним, вчера Пауэлл выступил, и он сказал, что рецессии он не видит. Он на самом деле видит даже постепенное восстановление американской экономики. Сегодня я смотрел уже так аналитику многих там, скажем так, специалистов в США, да, а они говорят, да нет, ну какая вы что, о чем вы говорите, какая там рост экономики, мы реально находимся в рецессии. Ну и что произошло сегодня? Сегодня произошло, опять смотрите, пойдем вот сюда. Это наш индекс банков, как вы помните, да, КБВ. Смотрите, здесь мы как раз с вами отслеживаем ситуацию с банковским кризисом. Вот оно произошло, очередное падение. Опять очередной банк, опять там очередные у них якобы проблемы. Притом все это, опять же, только на словесных интервенциях. То есть там прошла информация, что банк будет, возможно, какая-то бизнес-компания будет избавляться от его как актива, я так понял. И, собственно говоря, на этом он сразу, акции на нем полетели, потом начались продажи других акций и так далее. Я имею в виду банковского сектора, да. И в итоге мы видим результат. Опять S&P у нас в итоге не смог вернуться даже за 400, американский рынок, да. Соответственно, ушел он в сторону на пробой 4.80, ходил, смотрите, аж до 4.40. То есть опять вот эта вся история с рецессией, естественно, с замедлением экономики, все эти дубинки заново заработали. Что у нас происходило с нефтью? Нефть сегодня, господа, борется за 72 уровень. Вот давайте посмотрим вот здесь, это будет более наглядно. Вот она. Помните, я вам сказал, что 72 уровень, скорее всего, будет защищен по полной программе, потому что и ОПЕК, и, соответственно, все понимают, что 72 уровень, да, то есть если мы опять же, смотрите, посмотрим вот здесь, простите, да, узнаете этот коридор, который я вам говорил, вот он, собственно говоря, справедливая, скажем так, цена до ситуации с СВО, это как раз 72 уровень был, и вот мы видим, что именно его мы пытаемся защитить. Информация на эту тему, между прочим, тоже проходила. Сейчас в телеграм-канале я вам все покажу. Вот. И это очень важно. Обратите внимание, этот 72 уровень мы защищаем. Сейчас мы разберемся, почему это так важно и почему это будет связано, естественно, с нашим курсом доллар-рубля и вообще рубля ко всем валютам. Теперь давайте посмотрим, что происходило у нас сегодня. Смотрите. Мы сегодня смотрим на доллар. Первое. Доллар, обратите внимание, в районе 9 часов пошел на укрепление. Мы просто сегодня в моем телеграм-канале и, соответственно, в YouTube, еще одном канале, да, мы в прямом эфире эту ситуацию разбирали. Поэтому я вам сейчас хочу здесь еще раз это подробно показать. Значит, смотрите, здесь ситуация в 9-10:30, да, происходит подъем доллара, обратите внимание. Это важно. Видите, индекс доллара начинает взлетать. Это очень важный момент. Почему? Объясню. Смотрите, идем теперь с вами на юань. Идем на юань, включаем 5-минутку. Так, а здесь мы его так, ну, понятно, он у нас тут по 5 минут практически не отрабатывает. Ну, давайте попробуем там
я не знаю, 15 минут. Ну вот, смотрите, 15 минут более-менее, это, как говорится, заметно, да? Обратите внимание, как раз 9:30, вот он, да, 9 и 10:30. Это первая половина дня, да? Видите, что происходит? Продажа юаня. Видите, да? Теперь идем непосредственно к доллару-рублю. Также берем 5-минутку. Также берем период 9:10. Смотрите. Видите, да? То есть у нас вначале, получается, курс по доллару-рублю был просто в боковике. И как раз в 10 часов, когда, обратите внимание, что важно, на что обращаю внимание, здесь рост по доллару, видите, да? По юаню мы видели, идет продажа. Что мы видим по доллару-рублю? Как раз когда растет доллар, рубль укрепляется. Вот, господа, и все, что нужно знать по поводу того, что происходит сейчас с долларом-рублем. То есть, как вы, наверное, догадались, это интервенция Центробанка. То есть, Центробанк начинает продавать в этот момент валюту, юани, соответственно, в кросс-курсах. И вот после этого происходит укрепление рубля. Вот теперь мы как раз подходим к тому, а что же на самом деле происходит. То есть, иными словами, то, что сейчас происходит, до этого мы с вами, когда разбирали, мы все время говорили, нет ни одного повода для того, чтобы рублю укрепляться. Нет ни одной причины, чтобы для того, чтобы рубль укреплялся. И вот сейчас, как раз, вот после того, как Набиуллина в пятницу тогда решила процентный вопрос по ставке, оставив ее без изменений, после этого дала много всяких комментариев по поводу проинфляционных рисков, возможных, соответственно, роста ставок. Ну и вот мы видим картину. В связи, так сказать, в преддверии того, что вот были вот эти решения по процентной ставке ФРС, сегодня мы ждали по решению по процентной ставке ЕЦБ, заранее была осуществлена неоднократным днем интервенция, мы это видим, она отрабатывала. Теперь смотрите, тоже важный момент. 78, да? Дальше будет ли укрепление до 75? Вот там тоже многие вопросы задают. Смотрите, давайте разбираться, как говорится, подробно. Вот смотрите, я сейчас достану, да, старый график наш, ну не график, а, скажем так, я здесь выписывал определенную информацию, и мы с вами вспомним. Помните, это был 2022 год, в конце там, по-моему, эта информация была, и там рассматривались варианты, какой должен быть курс непосредственно по доллару-рублю на ближайшие года. Смотрите. У нас 23 год должен был быть 71,4. Если берем уже непосредственно в 24-25 году, да, смотрите, 24 был 74,7, а в 25 75 рублей. То есть это вот тот уровень, который как бы должен был стать максимальным. Но мы помним, что ситуация поменялась. Цены на нефть у нас тогда изменились, пошли всякие введены потолковые цены на тоже нефть, да, и, соответственно, мы помним, как после этого мы очень быстро эти значения перешли, даже в 2022 году, а потом уже, соответственно, перешли на 2023, да, и, собственно говоря, мы помним, как этот процесс резко ускорялся. Отсюда вывод какой делаю я. К 75 мы уже не пойдем, потому что это был старый курс, связанный с тем, что непосредственно, когда цены на нефть были другие, и картина была с потолками и так далее совсем другая. Сейчас картина поменялась. Мы пришли на 78. Вспоминаем опять заявление нашего Центробанка, а конкретно там и Силуанов говорил, и еще забыл его фамилию. Короче, он тоже говорил о том, что средний годовой курс 78. Смотрите. Мы его сейчас наблюдаем. 78. Дальше. Причин дальнейших для укрепления рубля, да, они в принципе отсутствуют. Потому что, смотрите, цены на нефть пока еще до конца вверх не поднялись. Они только пытаются это сделать. Мы понимаем, что в этой ситуации, естественно, там, как говорится, ситуация, связанная с вот этой рецессией, банковским кризисом, она, естественно, давлеет. И это поддерживает доллар. То есть мы видим, что доллар у нас при этой ситуации, да, смотрите, он у нас растет. Он у нас никуда не падает. То есть при той ситуации, что Пауэлл там фактически дал, скажем так,
посыл о том, что ставка, возможно, будет расти, возможно, нет, но дал главный сигнал, что она не будет опускаться. И вот в этой ситуации мы видим, что индекс доллара никуда не расслабился. И 101,5, 102 он вполне еще может себе достигать. Вот смотрите, 101,5 мы буквально были сегодня. Да? Поэтому это, естественно, что? Правильно, это работает против рубля. Да? И, соответственно, доллар в этой ситуации может спокойно укрепляться, ежели Центробанк не будет противодействовать. В свое время мы с вами говорили, что когда еще вот эта вся история начиналась, да, когда мы все пытались понять, в итоге погонят дальше или нет, да, я вам говорил, что Центробанк, там 13 января, по-моему, если я не ошибаюсь, Центробанк запустил опять свои интервенции в рамках бюджетного правила, да, и вот мы после этого, я сразу вам говорил, что тут уже придется на это все время делать акцент, то есть будет ли Центробанк включаться, не будет ли Центробанк включаться, и теперь картина становится точно такой же. Я думаю, что, опять же, это мое мнение, да, что сейчас Центробанк добился того курса, который ниже уже укреплять, скорее всего, не будет. Ну а теперь давайте с вами разбираться непосредственно, посмотрим, что же у нас с фундаментальной частью. Значит, смотрите. Минфин Российской Федерации с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Дальше я все это читать не буду, там очень много информации, заходите в канал, почитайте. Но сам факт, да, то есть мы получили информацию о том, что Минфин работает с бюджетным правилом, как я и говорил. Дальше смотрите, еще один момент важный по поводу нефти. Вот тут есть такая короткая, скажем так, фразка, да, но которая имеет огромное значение. Поддержку котировкам, это про нефть идет разговор, оказывают покупки на дне. Это очень важно. И ослабление американского доллара, а также сильный отчетный Shell. Вот о чем я вам и говорил, что нефть, почему вот пишут на дне? Потому что на самом деле вот этот 72 уровень, да, опять же, если мы вот сюда посмотрим, это говорит о том, что вот он, тот самый коридор, про который я вам говорил, что это фактически то самое дно. Вот то самое дно, которое, соответственно, допускать ниже не должны. И, соответственно, и спекулянты это понимают, потому что, опять же, напоминаю, в этом месяце только-только начинается реальные сокращения объемов добычи нефти. Да? То есть до этого все это было только словесная интервенция, и американцы там сразу, как говорится, пытались там и Россию в этом уличить, да, они там говорили, вот мы следим за танкерами, а танкеры там перевозят огромный, еще большой объем экспорта из России, и типа Россия на самом деле не сокращает. Мы говорили с вами, что вся эта игра, можно играть вдвое, как говорится, одновременно могут участвовать не только американцы со своими словесными интервенциями, да, но и также и, соответственно, тот же ОПЕК, да. И в этой ситуации мы помним, вот она словесная интервенция ОПЕКа, когда, собственно говоря, цены резко были возвернуты, да, после вот этого банковского кризиса, разбили тут же этот 78-й, вернули обратно и восстановили, да. А потом опять вся эта эпопея началась, опять же на словесных интервенциях, ожидание повышения ставок, а все время разговоры о рецессии, потом, собственно говоря, новый банковский кризис, вот он пробой, да, и это все пока, это все словесные интервенции. А вот сейчас начнутся факты, а факты будут как раз из недели к неделе будут выходить данные по запасам нефти. Соответственно, так как американцы не заинтересованы, чтобы, во-первых, мы помним, да, надо заполнять хранилища стратегически, они находятся у нас сейчас практически полупустые, ну там практически на нуле у них. Соответственно, им надо срочно их заполнять. Заполнять они хотят правильно, по самой низкой цене. Поэтому они, соответственно, должны цену сбить еще ниже. И я вам больше скажу, я уже в канале это говорил и еще раз скажу. Как только ситуация непосредственно с банковским кризисом перестанет давить на нефть, а это будет происходить именно в тот момент, когда нефть покажет реальные сокращения. То есть, когда из стадии ожидания и словесных интервенций все перейдет в факты. Вот как только появятся факты реальных сокращений, все, там уже нефть будет не остановить. Она сразу пойдет вверх, быстро, резко восстанавливается.
Ну и тут мы будем, конечно, ожидать тут же укрепления доллара. Тут же опять разговоры о рецессии и так далее. Но банковский кризис уже может абсолютно, если в этот момент нефть давиться не будет на банковском кризисе, просто пропасть. Это я вам гарантию даю. Потому что он существует до тех пор, пока он дает возможность удерживать цены на нефть. Как только он перестанет эту функцию выполнять, вот сейчас смотрите, у нас новый банковский кризис. Почему это важно? У нас сейчас опять мы разговоры ведем про этот банковский кризис. Но нефть 72 не пробила. То есть, на самом деле, сегодняшняя ситуация должна была привести вот к такому пробою. Как бы американцы на это точно рассчитывали. Что опять пробьют еще очередной уровень, опять на банковском кризисе. А мы видим, нефть сопротивляется. Это вот к вопросу о том, что поддержку котировкам оказывают покупки на дне. Все понимают, что этот уровень, возможно, минимальный. И ниже уже нефть просто не пойдет. А это, господа, говорит о том, что естественно, как только цены на нефть начнут восстанавливаться, это естественным образом начнет поддержку давать рублю. И вот тут Центробанк может перестать уже делать те интервенции, которые мы видим, да, и просто ждать, когда рубль, как говорится, найдет свой баланс. А так как мы знаем, что в этот момент, если Центробанк прекратит делать интервенции, в этот момент будет расти сам доллар, потому что индекс доллара будет заниматься тем, что он будет давить цены на нефть, тут, естественно, мы увидим как раз восстановление курса. То есть, выше этого 78, соответственно, мы будем возвращаться, да. То есть, здесь мы уже тогда увидим, скорее всего, опять же, 79, там, 50 и 80. Вот эту зону, да, 81, она как бы, ну, до конца этой недели явно уже, скорее всего, не отработает. Но 79, 79, 50, вот в эту зону вполне вернуться можем. Но тоже, опять же, скорее всего, не на этой неделе. И еще раз говорю, надо теперь наблюдать, насколько теперь будет удерживаться этот 78 уровень. То есть, нашел курс, собственно говоря, этот пол или нет. И смотрите, если мы посмотрим непосредственно на технические уровни, то смотрите, следующий уровень, если будет пробит 78, это тот самый пресловутый в районе 76, то есть 70, 75, вот в эту зону, да. Притом здесь даже тоже не 75, да, а именно 76,5. Но, я думаю, такого укрепления не будет по одной простой причине, потому что цены на нефть, еще раз говорю, пока никуда не растут, да, но только пытаются восстановиться. На это тоже потребуется время. А еще, господа, есть одно событие важное, почему, собственно говоря, это происходит. Я вам сейчас это тоже, соответственно, фундаментально покажу. Смотрите, по евро-рублю, кстати, тоже картина. Вот сегодня, соответственно, ставка ЕЦБ поднята была на 0,25. И мы тоже видим, что, конечно же, это все на, как говорится, непосредственно интервенциях Центробанка. Евро тоже ослаблен, но на самом деле ставка-то растет. И у доллара выросла, и у ЕЦБ, соответственно, подняли. Более того, Лагард там заявила о том, что они и дальше будут. Ну, сейчас и, короче, все это дело мы с вами разберем дополнительно. Смотрите, ну и юань, соответственно, да. Вот он может как раз, да, в рамках, если будут продолжаться интервенции, ослабнуть еще сильнее. Потому что за счет него это делается, да. То есть у него есть вариант, например, уйти на 11.10. Вот такой вариант тоже может быть. Но это при том условии, если эта интервенция продолжится, да. Мы видим, что Центробанк заявил о том, что как минимум до июня они это делать будут. Ну, мы сейчас это все дело тоже разберем. Так вот, давайте теперь разбираться опять дальше в фундаментальной части. Значит, про Минфин мы все это дело прочитали. Теперь смотрите дальше. Так, ну вот смотрите. Новая распродажа в региональных банках заставила трейдеров с Уолл-стрит быть в напряжении, поскольку акции не нашли особого стимула к восстановлению после недавних потерь на фоне нескольких признаков того, что драма закончилась. Это к вопросу, опять же, вот про этот очередной, как говорится, банковский кризис, да. Теперь давайте дальше смотреть. Это нас уже больше не интересует. Нас интересует сейчас другая ситуация. Вот смотрите, господа. А вот новый фактор, который заставляет, что называется, действовать таким образом Центробанк. Инфляция в Российской Федерации с 25 апреля по 2 мая составила 0,19% после 0,10 с 18 по 24 апреля и 0,004 с 11 по 17 апреля и 0,11 с 4 по 10 апреля. А 0,13 с 28 марта по 3 апреля сообщил в четверг Росстат. Ускорение недельной инфляции отчасти объясняется лишним
праздничным днем в расчете попал период в 8 дней вместо традиционных 7 дней. Индексация тарифов на городской транспорт с 1 мая в ряде регионов, началом роста цен на бензин после длительного периода и стабильности. Ну, короче, смысл в чем? Что в итоге инфляция растет, ровно то, что и требовалось доказать. Вспомним, что говорила Набиуллина. Опять идем в телеграм-канал. Смотрите. Наша логика, это вот я специально вспомнил то, что она говорила, и опять заново перевыложил. Мы с вами это разбирали в выходные, по-моему, как раз в пятницу, вспомните. Значит, когда она выступила, и потом мы, собственно говоря, с вами как раз и в воскресенье, и в пятницу все это вспоминали. Наша логика, говорит Набиуллина, заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Вот, господа, была самая главная фраза. Она четко дала понять, что они ждут инфляцию. Я вам про это тогда говорил. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки. Помните, мы это тоже с вами обсуждали. Но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки. Ну вот, все. Как говорится, надо слушать внимательно, что говорит Набиуллина. Единственное, что здесь, конечно, вот эта вся картина сложилась в целом. Я думаю, что, конечно, сыграла роль не только заявление Набиуллиной, а прежде всего еще вот эта история со ставками впереди непосредственно недружественных валют. То есть и ЕЦБ, и ФРС, и наш Центробанк действовал на опережение. Дальше смотрите. По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в Российской Федерации в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, сам по себе не является основанием для снижения ставки. И наша ДКП, да, действует с лагом. Оно влияет на экономику с лагом. И она устремлена в будущее, отметила непосредственно, собственно говоря, Набиуллина. Ну и, собственно говоря, сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок. То есть она дала как раз сигналы нам о том, что вероятность повышения ставок растет. Ну и, соответственно, как вы понимаете, бюджетное правило тоже вступило в действие, потому что надо сдерживать инфляцию. Все очень просто. Я поэтому говорил всегда, что валюта это не акция. Когда там многие ждали 150, 100, 200 там и прочее, все орали там все, там, ну, есть у нас такие деятели. Сейчас, кстати, канал очень стал более прям адекватным, потому что по перваку было просто жесть. Были такие там, извините меня за выражение, клоуны, которые просто поражали иной раз своей логикой. Ну, также кричали 30 и так далее. Еще раз говорю, валюта это прежде всего инструмент, который должен быть стабильным. Никому не нужна валюта, которая колыхается там в огромных каких-то диапазонах. Да? И также напоминаю, что основные сейчас, вот, например, конкретно то, что касается рубля, да, это два основных фактора. Наполнение бюджета, то есть, да, когда у нас там нефтедоходы падают и так далее, да, и борьба с инфляцией. То есть инфляцию надо сдерживать. Поэтому вот этот баланс и приводит в итоге курс к определенному диапазону. Вначале мы ищем верхний диапазон, потому что возникают вот эти события, но мы опять же должны учитывать, да, что здесь вот эти события были еще связаны, скажем так, с нерыночной ситуацией. То есть все-таки были манипуляции, все эти санкции, 5-10, потолки нефти там и все такое, да. И плюс, мы помните, мы зацепили ситуацию, связанную с распродажей непосредственно активов недружественных, скажем так, компаний из недружественных стран, которые выводили, соответственно, свои, как говорится, деньги, да, и они, распродавая свои активы, они как раз выводили это все в валюту и, соответственно, выводили к себе туда, в эти страны, да. Поэтому, естественно, вот здесь вот все это было, оно создавало общую такую ситуацию, которая кумулятивно действовала, она разгоняла курс, и в итоге мы помним, что на 83.50 Центробанк сказал, все, хорош. Я вам сказал, вот здесь была первая их интервенция. Вот это была самая первая их интервенция. Когда они показали четко, что выше они не пустят. И после этого я вам сказал, говорю, все, 82-50 в моментах, когда там Форекс, да. Потом мы ждали все эти ставки, решения, 5-10. Потом, естественно, ставка российская. Вот она, пожалуйста, да. Это вот к вопросу, как можно смотреть на график, если ты понимаешь, что такое фундаментальный анализ, да. Потому что техники будут там рисовать линии, лои, хаи, процент, куда упадет и так далее.
Я смотрю на график, я знаю каждая свеча, что происходило. И поэтому я понимаю, какие цепочки выстраиваются и дальнейшие, соответственно, действия. Да? То, что настолько укрепились, это также, еще раз говорю, смотрите, скорее всего, мы отыгрываем вот этот вот, который, скажем так, момент был вот с этими выводами, когда и спекуляции были, и выводили вот эти активы компании. То есть, по большому счету, вот этот, ну, скажем так, в тот момент не, как мы это называем, аномальное, да, аномальное тогда сильное укрепление было по доллару. И мы помним, что рубль в этот момент не сопротивлялся никак. Но наступил момент, когда инфляция стала уже становиться опять в рамках определенного риска, который, соответственно, может создать, как говорится, и социальный взрыв в стране и так далее. Да? Естественно, Центробанк должен на это реагировать. И мы помним, что снижение инфляции было заранее на ситуации с высокой базы. Инфляция изначально была высокая, поэтому то, что она там какое-то время не росла, это был тоже момент временный. Об этом, кстати, Набиуллина нам тоже напомнила. А теперь смотрите дальше, господа. Вот что сказал Набиуллина, но смотрим еще один момент. Теперь смотрите дальше. По поводу ЕЦБ. Европейский центральный банк ЕЦБ не зависит от Федеральной резервной системы. Это то, что они сегодня заявляли. Мы вот это ждали с вами, да? В вопросе своей денежно-кредитной политики. И допускает увеличение ставок в случае, если американский регулятор поставит повышение на паузу, заявила глава ЕЦБ Кристина Лагард. То есть, что нам говорит ЕЦБ? Нам ЕЦБ говорит о том, что их не важно, как якобы они не зависят. Но это бред, чушь. Врет она как сивый мерин. Потому что зависят они от ФРС просто в полной мере. И вообще такой же станок, как у ФРС. Только у ФРС, естественно, главный станок. Вот, поэтому вот эту лапшу она вешает, что они якобы, так сказать, не зависят. Но главный момент она дает правильно. То, что они, естественно, догоняют ФРС. И поэтому, если даже ФРС, собственно, перестанет повышать дальнейшие ставки, то, что нам сказал Пауэлл, да, он не сказал о том, что они будут снижаться, но он сказал о том, что потолок, скорее всего, достигнут, и они какую-то паузу сделают, да, то ЕЦБ это делать не будет. Это к вопросу о евро, да. То есть, соответственно, евро будет, скорее всего, если, опять же, они опять дальше будут повышать ставки, более крепче, чем доллар, да. Но мы прекрасно понимаем, как это работает, то есть, естественно, доллар будет все равно давить на всех. Это надо момент учитывать. Ну и это к вопросу о том, что понятное дело, что никакие валюты не собираются ослабляться по отношению к рублю. Вот что важно. Дальше смотрите, Лагард на пресс-конференции во Франкфурте заявила, что в Совете управляющих рассматривалось решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов. Это ровно то, о чем я вам говорил. Что на самом деле ЕЦБ должно было поднять на 50 базисных пунктов, потому что они догоняли ФРС и должны были сделать это выше. Но ситуация якобы с банковским кризисом, она стала, так скажем, заставила задуматься. Да? Касательно перспектив, в этом вопросе она заметила, что регулятор не останавливается, потому как еще есть задачи, которые необходимо решить. И по-прежнему существуют значительные риски ускорения инфляции. Ну, это все понятно. Это было понятно изначально, потому что бабки они печатают и будут печатать. И пока ситуация с СВО не закончится, этот процесс никуда не денется. Теперь смотрите, господа, вот как раз наше объяснение по поводу доллара-рубля, то, что мы только что с вами разобрали подробно. Доллар США, евро и юань активно дешевеют на московской бирже, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне решения Минфина РФ в мае почти в 2 раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила. Вот это вопрос про интервенции, да? А теперь смотрите другой момент, господа. Смотрите другой момент. Вот это будет важно. К вопросу о том, какой у нас все-таки будет непосредственно дальнейший курс. Смотрите, Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 8,1 миллиарда рублей. Аналогичный прогноз на апрель равнялся 113,6 миллиардов рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема с нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 32,4 миллиарда в итоге. Вот это вопрос, господа, нам тоже имеет огромное значение. И как вы понимаете, почему? То, что сильно ослаблять, укреплять рубль не получится и нельзя. Потому что с одной стороны борьба с инфляцией безусловно, а с другой стороны необходимо просто наполнять бюджет. Вот и все.
Поэтому я и делаю выводы отсюда, что доллар-рубль не уйдет, скорее всего, ниже 78, а восстановится в районе 80, 80-50, ну и, соответственно, в итоге может вернуться и к 81. Но уже не 82, там не 82,5, естественно, этого не будет. Может быть, даже диапазон будет там от 79 до 80, там и до 80,5 где-нибудь в моментах. Говорить об этом пока рано. Мы с вами получили основную информацию. То есть мы понимаем, что сейчас работает Центробанк, что Центробанк, соответственно, работает в рамках бюджетного правила. Сколько он это будет работать, мы как бы тоже, получили по срокам, что как минимум до до июня. Но, опять же, это все вопрос словесных интервенций, господа. На самом деле, как он будет это производить, это не будет, как говорится, никто об этом знать не будет. Но фактически мы знаем, как это смотреть, то есть мы посмотрим, как будут продаваться юани и так далее. Да? Ну и самое главное, естественно, что как будет стоять вот этот 78 уровень. Это будет иметь огромное значение. Вот, собственно говоря, господа, что на самом деле сегодня было настолько важно. Давайте теперь посмотрим, что у нас с Форексом, да. Ну вот смотрите, 78 тоже держит 78, никуда ниже 78 не уходит. Это как раз подтверждает мои, скажем так, мысли о том, что будет это именно так, что ниже 78 мы, скорее всего, не пойдем. Вот смотрите, 77,50, да, мы даже вот здесь я в свое время вот эти коридоры все рисовал. Обратите внимание, это вот как раз зона ухода вниз, то есть это, грубо говоря, шортение, да. Мы видим, что мы как раз именно эту границу пробить и не можем. 81 становится, конечно, уже выше потолка, то есть это 80,5 должно быть. Вот. Но в целом картина выглядит именно таким образом, что мы как бы в эту зону не проваливаемся. Теперь смотрите дальше. По евро. Та же самая история. Смотрите, 84 внизу. 84, да, это вот как раз тоже граница, куда он может провалиться вниз, да. То есть этот надо момент учитывать. Дальше смотрите, собственно говоря, верхняя граница находится в районе 88,5, да, и поэтому, соответственно, до 89-90 пока, скорее всего, возврата не будет. Но как только Центробанк перестанет, собственно говоря, поддерживать, да, если перестанут эти интервенции такой активно идти, то тогда есть вероятность, что все-таки возврат на 89-89,5 в итоге может получиться. Но не сейчас, еще раз говорю. На данный момент, пока мы все-таки ждем, что будет происходить дальше с действием Центробанка, как будут восстанавливаться цены на нефть, да. Но теперь давайте посмотрим у нас, что с юанем, да. С юанем у нас картина следующая, что здесь, соответственно, если будут продолжаться распродажи, ну так как через него же все-таки это идет, то тогда мы как минимум на 11.20, да, и можем уйти, как я уже говорил, вот здесь мы уровень смотрели с вами, вплоть до 11.10, да, вот такая зона еще вполне может быть, тем более он будет, естественно, ослабляться сильнее, так как все операции проходят прежде всего через него. Вот такая, господа, вышла у нас картина, да, смотрите, значит, по облигациям мы сегодня видим, что они также растут. Это как раз к разговору о том, что Пауэлл сказал, и все равно, как говорится, все равно это не имеет значения по факту для того, чтобы доллар укреплялся. Вот мы видим, облигации растут, двухлетки, десятилетки, опять этот банковский кризис. Там, кстати, аукцион прошел, не знаю, вот надо смотреть, судя по всему, рост идет, возможно, аукцион прошел плохо, да. Ну и, соответственно, смотрим на индекс доллара, обратите внимание, он же тоже у нас, соответственно, вот, видите, опять пошел вверх. А все почему? Потому что опять идет борьба с ценами на нефть. Вот смотрите, нефть стала подходить к 73, все, ее начинает давить. Поэтому этот процесс будет продолжаться, это вы должны четко понимать. В связи с этим, соответственно, смотрите, что мы теперь сделаем по, как говорится, по ожиданиям календаря. Во-первых, мы сегодня еще ждем, вот это я все вам уже перечислил, ну давайте как бы разберем по-быстрому еще. Заявление по монетарной политике про ЕЦБ я вам прочитал, решение по процентной ставке 0,25 базисных пунктов, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США сократилось, выросло, что опять же должно было порадовать Федрезерв, и в этой ситуации как раз доллар должен был ослабнуть. Не слабнет он, потому что опять же напоминаю, цены на нефть. Пресс-конференция ЕЦБ прочитали, председатель ЕЦБ Лагард выступил с речью, прочитал. Дальше ждем еще вот этот вот федбаланс, да, и остатки резерв федеральных резервных банков. Они еще не вышли, они выйдут 23:30.
они могут, скорее всего, повлиять на ситуацию с госдолгом потолка, да. То есть, вот смотрите, все, что мы сейчас за это время с вами разобрали, и вот это поведение, как я вам только что показал, да, нефть опять давит, да, то есть мы вот точно увидели, вот смотрите, нефть подходит к 73, и мы тут же видим, соответственно, секундочку, мы тут же видим, соответственно, рост доллара. Вот оно, да? Прямо на ваших глазах все это происходит. Вот идет подавление цен на нефть. Потому что нефть готова выйти в диапазон 74. Ой, 74, простите, вот сюда. 72, 74, именно туда она и стремится. Поэтому, в связи с этим, что? Правильно. В связи с этим доллар, рубль должен, соответственно, укрепляться доллар против рубля. Но если интервенции Центробанк проводит с утра, то сейчас как бы никто мешать не будет, да. То есть на том же Форексе может начаться постепенный возврат, например, там даже к 79, если доллар сейчас начнет резко укрепляться. Этот момент надо учитывать. Ну и смотрите, что мы теперь ждем завтра. Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Китая. Вот здесь мы как раз посмотрим. В последнее время Китай показывал очень плохую статистику с точки зрения восстановления экономики. Да? Сейчас посмотрим, что будет в этот раз. Изменение числа занятых в нефтехозяйственном секторе США. Опять же, к вопросу рецессия, не рецессия. Средняя почасовая заработная плата в США важно, потому что, естественно, это влияет на ситуацию с инфляцией. И уровень безработицы в США, которая, естественно, тоже опять рецессия, не рецессия, насколько там рынок труда, соответственно, ослабевает или нет. И выступление управляющего ФРС Кук. Вот здесь будет важно, потому что и любые комментарии сейчас любого ФРСника будут опять превращаться во всевозможные там, и, как говорится, эквилибристику. И будут опять новые взлеты, падения. И по американскому рынку, естественно, по индексу доллара. Он может, естественно, опять сдерживать цены на нефть, опять расскажет про какую-нибудь рецессию и так далее. Поэтому на это все мы, соответственно, должны быть готовы, да? Ну и также смотрите, получается, что мы сейчас наблюдаем с вами, прежде всего, за 78 уровнем. Вот смотрите, в канале я рассказывал, а вам я еще не говорил. Еще раз напомню. Те, кто непосредственно занимается Форексом, да, то есть, когда там меня спрашивают, так что теперь доллар скидывать или не скидывать, те должны просто сидеть вот внутри дня, да, около монитора и постоянно, как говорится, брать любые движения. Те, кто непосредственно занимается валютой, например, как там сбережения и так далее, вы должны четко понимать, что это все кратковременные колебания. То есть, например, в данной ситуации, я понимаю прекрасно, что доллар опять пойдет на укрепление, да, просто надо будет докупать. То есть, грубо говоря, усреднять свою позицию, если выражаясь трейдерским языком, да? То есть вы просто докупите более дешевую валюту. Если она, например, там уйдет на 75, то там вообще однозначно покупать. Но я в это пока не верю. Я больше уверен, что ниже 78 мы не пойдем. Поэтому к вопросу о том, что да, все упало, все пропало, все давайте продавать, распродавать. Господа, для тех, кто, как говорится, не в теме, да, я расскажу. Есть такое понятие в трейдерской среде, да, называется сильные руки, да, сильные держатели и слабые. Вот всегда устраивают на рынке распродажи для того, чтобы как раз из рук слабых держателей, да, это, как правило, всякие частные трейдеры там, и так далее, да, перешло все в руки сильных держателей. То есть они создают вам вначале боль, понижает цену, понижает, знает прекрасно, что рано или поздно вы начнете от этого избавляться. И потом вы видите картину, вы продаете, и без вас это все дело улетает вверх. Вот так этот механизм работает. Поэтому на самом деле, еще раз говорю, здесь надо не продавать, вы будете продавать в убыток, а наоборот, покупать, усреднять, что называется, свою позицию. Но еще раз говорю, я не волшебник, не маг, я вам все рассказал, весь расклад дал, вы, как говорится, делайте выводы сами, это был честный детектив. А непосредственно 75 уровень, он еще может быть, но я в него не верю. Потому что, и еще раз говорю, вот этот баланс между наполнением бюджета и ситуацией, соответственно, поддержки, как говорится, борьбы с инфляцией, да, она сейчас, я думаю, как раз никаким образом не дает возможности укрепиться до 75. Тем более, еще раз говорю, все остальное против рубля будет также работать. То есть, если даже нефть пойдет вверх, естественно, доллар будет расти, евро, соответственно, тоже будет расти, ставки, мы понимаем, они будут ужесточать, рецессию раздувать, и все в этом духе. Поэтому, как говорится, делайте выводы сами. Может быть, и в 75 придется закупаться, но я в это еще раз говорю, пока не верю. Я думаю, что 78 это вот тот предел, докуда мы, собственно говоря, пойдем. Я не говорю, что прямо сейчас залетайте, все забирайте на всю котлету. Нет, ждем.
Ждем, смотрим, как удержит 78-й. Если 78-й устоит, если это станет все-таки полом, вот тогда можно будет уже предпринимать какие-то действия. На этом, господа, я, наверное, закончу. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как я уже говорил неоднократно, я там на прямой связи, всегда можете мне написать, я могу всегда ответить, проконсультировать, как говорится, все ваши вопросы, и в том числе, соответственно, например, кто там торгует по позициям и так далее. Также можете там участвовать у нас в прямом эфире, у нас там тоже отдельно приходит, он каждый день на полностью обзор по всему рынку. Так что полезный канал, подписывайтесь. Также напоминаю, что, естественно, будем делать обзор и дальше каждый день. Как видите, еще раз напоминаю, курс плавающий. Поэтому, когда там нас задавали вопросы, а что вы там смотрите на его каждый день? Да потому что каждый день может привести либо к сильным изменениям вверх, либо вниз, либо просто никуда не будет двигаться. И это тоже такое может быть. Все будет зависеть от вот этой фундаментальной основы, которая будет выходить, естественно, каждый день. Поэтому одной техникой, господа, поверьте мне, на рынке вы ничего на самом деле понимать не станете. Поэтому надо понимать причинно-следственную связь, для чего мы, собственно говоря, это и делаем. Ну и непосредственно, соответственно, в пятницу подведем итоги всей недели, а в воскресенье сделаю обзор следующего календаря на следующую неделю. С каждой недели все будет все интереснее, тем более, смотрите, ситуация с СВО тоже начинает развиваться, есть вероятность, что геополитика сейчас начнет тоже давлеть на рынке. На этом, господа, я заканчиваю. Как говорится, следите за нами, будьте в курсе.